Канадские рыбаки Мэлори Харриган, Клифф Рассел и Алан Рассел отправились в свой очередной выезд на рыбалку в воды Лабрадора. Это утро начиналось как обычно. Они собирали свои снасти, проверяли лодку, готовя ее к очередной морской охоте. Упаковав все необходимые вещи и подбросив на борт ящики с провизией, они выплыли из бухты на фоне холодного и завораживающего пейзажа. Лабрадор всегда поражал своими грандиозными ледяными глыбами и суровыми водами, зрелище которых сводило с ума. Во время прогулки по морю они наслаждались атмосферой свежего воздуха, напоенного соленым привкусом, и мощным шумом волн, разбивающихся о борт их лодки. После нескольких часов рыбалки команда обнаружила большую стаю рыбы. Чувствуя азарт и прилив энергии, рыбаки начали забрасывать сети. Каждый из них надеялся поймать что-то внушительное. Становилось ясно, что день пройдет удачно. Вокруг веселилась рыба, и водные блесны высоко парили над ней. Однако вскоре произошел неожиданный поворот. На горизонте они заметили огромный айсберг, которому не было равных. Он возник из тумана, как древний монстр из морских легенд. Ледяная глыба, напоминавшая сваю, аккумулировала в себе блеск солнца, создавая магическую атмосферу. Мэлори, обожая морские приключения, бездумно направил лодку ближе к этому ледяному гиганту. В воздухе стало ощутимо холоднее, и они решили, что стоит подойти чуть ближе, чтобы рассмотреть это чудо природы. Но, подойдя ближе, команда рыбаков заметила нечто совершенно необычное. Айсберг был обточен волнами таким образом, что одна из его верхних граней напоминала величественный хвост кита, словно какая-то таинственная сущность скрывалась в глубинах воды. На этом китовом хвосте находилась небольшая фигурка. Рыбаки переглянулись, пытаясь понять, что это. «Смотрите! Что-то там движется!» — воскликнул Алан, указывая на вершину айсберга. Но чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что это не тюлень, как обычно предполагали, а нечто гораздо более редкое. На самом деле, это оказался писец, малый, но смелый северный полярный лис, стоящий на краю своего ледяного острова, отчаянно оглядывающийся и ожидающий спасения. «Неужели это действительно писец?» — удивился Клифф, уставившись в бинокль. «Что он делает так далеко от суши? Этот мелкий правда обречен!» Писец, испуганный и дрожащий, явно чувствовал угрозу. По мере приближения лодки его испуганные глаза расширялись, а первое инстинктивное желание спрыгнуть вниз, чтобы спастись, только разжигало панику. Кругом кружили голодные чайки, которые жаждали улова. Они сбивались в стаи, каркая и угрожая, словно повторяя: «Мы твои враги, возвращайся». «Если мы его не спасем, у него, похоже, не осталось шансов», — вздохнул Мэлори, осматриваясь вокруг. Рыбаки, осознав всю безнадежность ситуации, решили, что должны сделать все возможное, чтобы помочь этому беззащитному животному. Они переглянулись и без колебаний взялись за дело. И тут же поняли: времени у них не так уж и много. «Нам нужно подойти поближе», — заявил Алан, не отрывая взгляда от бедного песца. «Дайте мне немного времени, я попытаюсь его подманить». Как только они приближались, песец, напрягая свои маленькие лапки, отступил к краю льда. Теперь воздух наполнился напряжением. Если он упадет в воду, его шансы выжить уменьшатся до нуля. Мэлори, заметив это, быстро взял старую, но прочную веревку. Он не хотел, чтобы песец сломал себе шею, если отскочит слишком резко. Не дожидаясь, чтобы никого не терять на морской глади, он осторожно забрался на айсберг с веревкой. Он потом начал кричать, чтобы привлечь внимание лисы. Но лиса вновь отступила, стоя на этом ледяном проявлении, как на самом краю пропасти. «Маленькая, не бойся», — позвал ее Мэлори, прекрасно понимая, что это ее последний шанс. Он понимал, что любая ошибка может стоить ей жизни. К несчастью, писец не верила людям. Несмотря на его призывы, она отчаянно дрожала, не делая даже одного шага к ним. «У нас не остается другого выбора», — резюмировал Клифф, поднимаясь к бортам лодки.
Мы должны сломать кусок льда». Сейчас, собравшись, они прошли в одну сторону, кружа вокруг. Они начали поочередно ломать некоторые части айсберга, пытаясь возвратить лисицу к ним. Действуя быстро и осторожно, они начали освобождать ледовые куски, наталкиваясь на трудности и холод. Каждый треск резонировал эхо на поверхности. Они понимали, что даже такими методами не гарантируют свою надежность. К тому же лед все меньше выдерживал их присутствие. Благодаря упорным усилиям настал момент, когда писец, прижавшись к краю, явно почувствовал некоторую безопасность. Рыбаки, наконец, смогли благополучно перенести ее в лодку и оставить в удобном ящике. Это было невиданное спасение, в то время как они хранили ее спокойствие и нежность. Они устало, но счастливо посмотрели друг на друга. Им удалось. Но когда писец вновь оказался в безопасности, все еще был заметен шок. Она лежала неподвижно, как будто все это время спала, но по ее глазам было видно, что она осталась в страхе. Изможденная маленькая лисичка выглядела истощенной, но все равно оставалась величественной. «Как же она могла оказаться там?» — шептал Мэлори, разглядывая ее. Первый час в ящике прошло, а лиса не шевелилась. Рыбаки согласились, что, вероятно, ей нужно время, чтобы адаптироваться. Ведь как много она пережила, будучи среди льдов и под угрозой голодных чаек. Прошло несколько часов, прежде чем писец наконец начала двигаться. Мэлори, заподозрив что-то необычное, поднес к ящику 2 сосиски. Лиса настороженно посмотрела на рыбаков, а затем на пищу, которая так и манила ее. Но даже это не дало ей уверенности в своих действиях. «Может быть, она не знала, что еда — это нормально», — подумал Клифф вслух, наблюдая за ее настороженным взглядом, как бы тестируя эту малую порцию на дельный подход. С каждым мгновением в ее глазах просвечивало исследование и интерес. Она, наконец, подошла к ящику и, наконец, собравшись с силами, осторожно укусила сосиску. Когда лиса, наконец, осмелилась отведать сосиску, трудности прежней жизни казались слишком далекими. Наблюдая, как она поедает свою пищу, мужчины радовались, как маленькие дети. Это был момент настоящего освобождения, когда проклятие страха покинуло ее. По мере того, как писец понемногу справлялся, они начали чувствовать, что она начинает доверять им. Лисичка постепенно становилась более уверенной, и вскоре уверенность сменилась на доверие. Они кормили ее по нескольку раз в день, наблюдая, как силы возвращаются к ней, как будто в ее глазах заклеивались огонь, верное отражение будущего. Когда лодка снова подошла к берегу, Мэлори и его друзья понимают, что это лишь начало новой жизни для их героической лисицы. Они решили, что место для ее нового дома должно быть выбрано с заботой. Они выбрали старую хижину на краю бухты Уильяма, окруженную прекрасной природой и уютной территорией, куда писец мог бы уединиться и стать частью нового мира. День за днем рыбаку приходили в эту хижину, оставляя для своего маленького друга еду. Писец оказался настоящим маленьким подарком судьбы для рыбаков, но и для самого себя. Как правило, она всегда ждала их с радостью, словно собака, ликуя при каждом шаге своих спасителей, когда они снова приходили. Со временем она расценивала хижину как свой новый дом и даже выбирала старые собачьи конуры вокруг хижины, приспосабливая пространство под свои нужды. Это создало уникальную атмосферу, которая давала всем понимание, что они не просто спасли одну жизнь, но и стали частью чего-то большего, возродив новую эру светлых прошлых событий. Как маленький мохнатик, писец оказалась в центре внимания, привлекая посетителей, которые иногда могли увидеть ее вживую. Вскоре в их маленькой бухте началась новая жизнь, полная удивительных и невероятных историй. Эти истории включали приход людей, желающих посмотреть на ее необычную историю, понять ее путь, который смог связан с вызовами, перед которыми стояла. Маленький писец оказывался все более смелым и игривым. С невероятной выносливостью тем временем она вьорк лавила свой путь,
показывая умение приспосабливаться даже в самых суровых условиях. Тем не менее, лисичка также оставалась преданной своим рыбакам, которые все более по собственному опыту понимали, что природа создает тех, кто выживает. Настоящий урок о взаимопомощи. Как это сейчас повелось, выходя на рыбалку вместе с друзьями, Мэлори не только заботился о своей улове, но и помнил о своем маленьком друге. Каждый свой выезд он стремился посетить ее и восхищаться тем, как сильно она успела адаптироваться. Вернув домой, он делился своими впечатлениями с друзьями и семьей, рассказывая о том, как маленькая лисица стали символом враждебных, но все же удивительных природных условий. Прошло несколько месяцев. Песец уверенно преодолела свои страхи и стала жизненно важной частью всей округа, обретя белую шубку, олицетворяя себе природу лабрадора. Каждый вздох, каждое движение привносили жизни новые краски и эмоции. Ее история стала источником вдохновения для многих местных жителей и туристов, сплетающей нить между ними и необъятной природой. В итоге, несмотря на то, что песец все-таки стал сам себе на уме, он жевал неподалеку от хижины рыбаков, которые не просто спасли его, а сделали больше, чем ожидали. Каждый год, когда лабрадор засыпал снегом, рыбаки собирались вместе, отправлялись в свои рейсы и искали добро в каждом моменте, останавливаясь на мгновение, чтобы вспомнить тот судьбоносный день, когда их жизнь поменялась навсегда. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история о теплоте дружбы, взаимопомощи и о том, как даже самые маленькие создания могут изменить наши сердца, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще больше удивительных историй о человеке и природе.